То, что еще недавно воспринималось как ограниченное военное столкновение, сегодня превратилось в полномасштабную войну. Обратного пути, похоже, нет. Обе стороны зашли слишком далеко. Перед нами затяжной кризис, который может продолжаться месяцами, а возможно и дольше. 7-й день боевых действий оказался особенно напряженным. Израильские ВВС нанесли серию ударов по целям в Иране, в том числе в районе Тегерана. По заявлению официальных лиц, удары были направлены на инфраструктуру, связанную с военными программами. В операции участвовали десятки самолетов. Израиль также сообщил, что перехватил большую часть иранских беспилотников, направленных в сторону своей территории. Однако иранские источники сообщают о разрушениях, а в Израиле поступают сообщения о попаданиях по гражданским объектам, включая больницу на юге страны. Отмечается, что в результате ударов в некоторых районах есть пострадавшие и разрушения. В ответ Иран провел массированный запуск ракет и беспилотников. По сообщениям Корпуса стражей Исламской революции, впервые были использованы новые дальнобойные ракеты. Один из объектов атаки – район тяжеловодного реактора в Хандабе. Иранские власти подчеркивают, что угрозы утечки радиации нет, персонал был эвакуирован заранее. Взрывы также прогремели в районе Тель-Авива, и масштабы ответных действий указывают на стремление Ирана показать свою военную готовность. Тем временем дипломатические усилия по деэскалации зашли в тупик. Верховный лидер Ирана Али Хаминеи отклонил призыв Дональда Трампа к прекращению огня и предупредил об ответных действиях в случае вмешательства США. Региональные союзники Ирана, включая движения из Ливана, Йемена и Ирака, также сделали жесткие заявления, подчеркивая, что готовы к действиям в случае дальнейшей эскалации со стороны Израиля. Израильская сторона, в свою очередь, заявила, что удары по Ирану продолжатся до тех пор, пока не будет устранена угроза. Властями подчеркивается, что это не просто ответная операция, а стратегия по изменению баланса сил в регионе. Под натиском ударов Иран был вынужден переместить пусковые установки вглубь страны, что может свидетельствовать о нарушении логистики и усилении давления внутри государства. Некоторые источники указывают, что удары Израиля могут затрагивать не только военную инфраструктуру, но и учреждения, ответственные за внутреннюю безопасность, что вызывает обеспокоенность внутри иранского руководства. На фоне активных боевых действий усиливается и международное вовлечение. Великобритания рассматривает возможность участия в военной операции в случае прямого нападения на союзников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивает, что целью является не только военное сдерживание Ирана, но и устранение угроз со стороны радикальных движений, а также возвращение граждан, удерживаемых в Газе. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, настаивает на том, что действия Ирана являются оборонительными. Он подчеркивает, что Тегеран не стремится к эскалации и по-прежнему готов к переговорам, но не с Израилем. Аракчи также отметил, что Иран остается сторонником международных обязательств и не рассматривает возможность создания ядерного оружия. В это время в администрации США проходят интенсивные обсуждения возможных военных сценариев. Один из вариантов – удар по подземному ядерному объекту в Фордо, который вызывает обеспокоенность у союзников. Израиль не располагает необходимыми техническими средствами для эффективного уничтожения этого объекта. У него нет тяжелых бомб и стратегических самолетов, способных доставить такие боеприпасы. Эти ресурсы есть у США. Однако, по сообщениям из Белого дома, Дональд Трамп пока не принял окончательного решения. Он сомневается, приведет ли операция к желаемому результату и стоит ли она возможных последствий, включая втягивание США в длительный конфликт. Американские военные утверждают, что обладают всем необходимым для выполнения миссии, но Трамп, по словам источников, предпочитает сохранять стратегическую гибкость. Как он сам заявлял ранее, любит принимать решения в последний момент. Это дает ему пространство для маневра, позволяя комбинировать дипломатическое давление с демонстрацией военной готовности. Тем временем Израиль готовит собственные варианты действий. Высокопоставленные представители намекают на возможность проведения спецоперации, аналогичной той, что была осуществлена в Сирии в прошлом году.
Израиль утверждает, что контролирует воздушное пространство в западной части Ирана, что делает возможным проведение операции по нейтрализации подземного объекта иными средствами. На дипломатическом треке США продолжают контактировать с Ираном через спецпредставителя. Предложены новые переговорные форматы, но Тегеран отвечает жестко. Вести диалог под давлением не намерен. Европейские страны, в свою очередь, готовятся к отдельной встрече с иранской делегацией в Женеве, что может открыть дополнительное окно возможностей для мирного урегулирования. На фоне конфликта разворачивается масштабная эвакуация иностранных граждан из Ирана. Более 600 человек были вывезены в Армению. Армянские власти заявили о готовности предоставить гуманитарную помощь и транзит гражданам Индии, Китая, Франции, США и других стран. Ереван становится важным гуманитарным узлом в условиях нестабильности в регионе. Дополнительную обеспокоенность вызывают сообщения о снижении эффективности систем противовоздушной обороны Израиля. По данным СМИ, «Железный купол» стал менее эффективен из-за применения новых типов ракет, которые сложнее перехватывать. Отметим, что израильская система ПВО за последние сутки перехватила лишь 65% иранских ракет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника израильской разведки. В то же время другие источники, в том числе иранские СМИ, утверждают, что этот показатель еще ниже. Это создает дополнительные риски для густонаселенных районов. Мы напоминаем, что приводим информацию из открытых источников с обеих сторон исключительно в ознакомительных целях. Канал не подтверждает достоверность этих данных и не поддерживает ни одну из сторон конфликта. Наша цель – предоставить всесторонний обзор происходящего, чтобы зрители могли самостоятельно оценить ситуацию. Мы выступаем за мир и деэскалацию конфликта. Кроме того, экономическая цена конфликта становится все выше. Военные расходы Израиля, по оценкам, составляют сотни миллионов долларов в сутки. Уже за первые двое суток потери превысили $1 миллиард. Эксперты предупреждают, что при сохранении текущей динамики Израиль может столкнуться с финансовым и социальным напряжением внутри страны, включая перегрузку государственной системы. Все это указывает на то, что ситуация в регионе остается исключительно напряженной и нестабильной. Ни одна из сторон конфликта пока не проявляет признаков готовности к компромиссам или уступкам, что значительно усложняет возможность мирного разрешения. Конфликт приобретает все более глубокий, многоуровневый и затяжной характер, охватывая не только военные действия, но и политические, экономические и идеологические аспекты. На карту поставлено не только будущее самого Ближнего Востока, но и более широкий баланс сил в международных отношениях, что заставляет ведущие мировые державы внимательно следить за развитием событий. Несмотря на многочисленные призывы мирового сообщества к деэскалации и поиску конструктивных решений, на данный момент нет ни единой действенной стратегии, способной остановить нарастающее противостояние. Это создает серьезную угрозу региональной стабильности и безопасности, а также вызывает беспокойство относительно возможных глобальных последствий, если конфликт выйдет из-под контроля. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе о самых важных событиях мира и Ближнего Востока.